Тема дипломатической истории Первой мировой войны. Как пишет британский историк Джон Киган, трагедия дипломатического кризиса, предшествовавшего началу боевых действий в августе 1914 года и переросшего четырехлетнюю трагедию Великой войны, заключается в том, что события последовательно и постепенно преодолевали способность государственных деятелей и дипломатов контролировать и сдерживать их. Какими бы почетными и способными людьми они ни были, служащие канцелярии и иностранные офицеры великих держав во время июльского кризиса были привязаны к колесу шифровальной рутины, телеграфного расписания, возможности телефона, который мог бы помочь преодолеть барьеры в общении, похоже, ускользнули от их воображения. Возможности радио, которое было доступно, но не использовалось, ускользнули от них. В итоге государства Европы, словно в мертвом марше и глухом диалоге, двинулись к уничтожению своего континента и своей цивилизации. Дипломатическая история Первой мировой войны охватывает взаимодействие между основными игроками во время Первой мировой войны. Впрочем, и не только. Сразу стоит отметить, союзниками являлись Британская империя, Франция, Россия до 1917 года, Италия с 1915 года и Соединенные Штаты Америки с 1917 года. Противостоявшие союзникам крупные центральные державы включали Германию, Австро-Венгрию, Османскую империю, Турцию и Болгарию. Другие страны, например, Бельгия и Япония, присоединились к союзникам. Имели сильное влияние не военные, дипломатические и пропагандистские взаимодействия между воюющими сторонами, направленные на то, чтобы заручаться поддержкой или подрывать поддержку врагов. Дипломатия военного времени была сосредоточена на 5 следующих задачах. Первое. Подрывные пропагандистские кампании с целью ослабления морального духа противника. Второе. Определение и переосмысление целей войны, которые становились все более жесткими по мере продолжения войны. Третье. Переманить временно нейтральные страны – Италию, Османскую империю, Болгарию и Румынию на свою сторону, предлагая кусочки вражеской территории. Четвертое. Поощрение националистических движений меньшинств на вражеских территориях. Пятое. Мирные предложения. Нейтральные страны и воюющие стороны по-разному выдвигали многочисленные мирные предложения. Ни одно из них не продвинулось очень далеко. Некоторые были нейтральными попытками положить конец ужасам. Другие использовали пропагандистские уловки, чтобы показать свою собственную сторону разумной, а другую неразумной. Как указывает Джон Киган, Первая мировая война была трагическим и ненужным конфликтом. Ненужным, потому что цепь событий, приведших к его возникновению, могла быть прервана в любой момент, если бы благоразумие или общая добрая воля обрели голос. Трагическим, потому что последствия разрушили доброжелательную и оптимистичную культуру европейского континента и оставили сильное наследие политической злобы и ненависти. И объяснение причин Второй мировой войны не может обойтись без ссылки на эти корни. Был миф о том, что толпы радовались и все воюющие нации приветствовали войну. Это было неправдой. Повсюду царило глубокое чувство дурного предчувствия. В Британии военного времени и в нейтральных Соединенных Штатах сообщения о зверствах немцев и убийстве множества тысяч мирных жителей, захвате заложников и разрушениях исторических зданий и библиотек вызвали изменение настроений антивоенного населения.
1914 году война была настолько неожиданной, что никто не сформулировал долгосрочных целей. Специальная встреча послов Франции и Великобритании с министром иностранных дел России в начале сентября привела к заявлению о целях войны, которое не было официальным, но отражало идеи, циркулировавшие среди дипломатов в Санкт-Петербурге, Париже и Лондоне, а также в Бельгии, Сербии и Черногории. Были сформулированы следующие положения. Первое. Главной целью трех союзников было сокрушение мощи Германии и ее притязаний на военное и политическое господство. Второе. Территориальные изменения должны были определяться в соответствии с принципом национальности. Третье. Россия должна аннексировать некоторые определенные части Австро-Венгерской империи. Четвертое. Франция должна вернуть Эльзас в Лотарингию, добавив к ней, если ей понравится, часть Рейнской провинции и Палатина. Пятое, седьмое. Новые территории для Бельгии, Дании, восстановление королевства Ганновер. Восьмое. Австрия должна стать тройственной монархией, усилив, обновив королевство Богемия, Чешское королевство. Девятое. Сербия должна аннексировать Боснию и Герцеговину, Далмацию и Северную Албанию. Десятое, одиннадцатое. Должна быть присоединена территория к Болгарии и Греции. Двенадцатое. Англия, Франция и Япония должны разделить колонии Германии. 13. Германия и Австрия должны выплатить репарации за войну. Никакого официального заявления о военных целях союзников опубликовано не было. Секретные договоры оставались секретными до тех пор, пока большевики не пришли к власти в России в ноябре 1917 года и не начали их публиковать. Социалисты всегда утверждали, что за войной стоят капиталисты, чтобы набить свои собственные карманы, и свидетельства обещанных новых территорий воодушевили левые движения по всему миру. Президент Вудро Вильсон вернул себе часть инициативы в январе 1918 года, когда он провозгласил свои 14 пунктов, первый из которых требовал открытых мирных соглашений, открыто достигнутых, после которых не должно быть никаких частных международных договоренностей любого рода, и дипломатия должна осуществляться всегда откровенно и на виду у общественности. Историк Хью Стран утверждает, что цели войны, сосредоточенные на территориальных завоеваниях, в любом случае не имели центрального значения. Они не определяли ход ее действий, а конечной целью войны была пропаганда, разрушение одних верований и создание других. Германия не могла определить окончательно набор военных целей. Однако в сентябре 1914 года Курт Рицлер, старший помощник канцлера Германии Теобальда фон Бетмана-Гольвига, набросал несколько возможных идей, которые историки назвали «Сентябрьской программой». Сентябрьская программа – это проект, в котором были сформулированы военные цели Германской империи в начале Первой мировой войны. В ней подчеркивались экономические выгоды, превращение всей Центральной и Западной Европы в общий рынок, контролируемый Германией и в ее собственных интересах. Бельгия стала бы вассальным государством, Англии угрожали военно-морские базы, а у России была бы отнята большая часть Восточной Европы, как это фактически произошло в начале 1918 года. Франция получила бы финансовую компенсацию, но чтобы она была экономически зависимой от Германии. Нидерланды стали бы зависимым сателлитом, и британская торговля была бы исключена. Германия восстановила бы колониальную империю в Африке. Идеи, набросанные Рицлером, не были полностью сформулированы, не были одобрены Теобальдом фон Бетманом-Гольвигом и не были представлены или одобрены каким-либо официальным органом. Идеи были сформулированы быстро. Указывается на то, что если бы Германия победила, она заняла бы очень агрессивное, доминирующее положение в Европе. Тупиковая ситуация к концу 1914 года вынудила серьезно задуматься о долгосрочных целях. Великобритания, Франция, Россия и Германия все по отдельности пришли к выводу, что это не была традиционная война с ограниченными целями. Британия, Франция и Россия стали привержены тому, чтобы уничтожить немецкую военную мощь, а Германия, чтобы доминировала немецкая военная мощь в Европе. Через месяц после начала войны Великобритания, Франция и Россия договорились не заключать сепаратный мир с Германией, и начались дискуссии о привлечении других стран к участию в обмен на территориальные приобретения.
Обе стороны использовали секретные договоры, чтобы побудить нейтральные страны присоединиться к ним в обмен на обещание привилегий, когда победа будет достигнута. Все держалось в секрете до тех пор, пока большевики не пришли к власти в России в 1917 году и не начали публиковать все подробности. Союзники пообещали, что после победы над Османской империей они дадут большие территориальные куски в обмен на немедленную помощь в войне. Некоторые территории были обещаны нескольким странам, исходя из принципа, что конфликты могут быть урегулированы после достижения победы. Поэтому некоторые обещания пришлось нарушить, и это оставило неизгладимое, горькое наследие, особенно в Италии. Важные секретные договоры включали тайный договор о Германо-Турецком союзе, подписанный 2 августа 1914 года. Он предусматривал, что Германия и Турция сохранят нейтралитет в конфликте между Австро-Венгрией и Сербией, но если Россия вмешается с активными военными мерами, две страны станут военными союзниками. Другим важным секретным договором был Лондонский мирный договор, заключенный 26 апреля 1915 года, в котором Италии были обещаны определенные территориальные уступки в обмен на вступление в войну на стороне тройственной антанты союзников. Бухарестский мирный договор был заключен между Румынией и державами Антанты Англией, Францией, Италией и Россией 17 августа 1916 года. Согласно этому договору, Румыния обязалась напасть на Австро-Венгрию и не стремиться к сепаратному миру в обмен на определенные территориальные приобретения. Статья 16 этого договора предусматривала, что соглашение должно храниться в секрете. Президент Вудро Вильсон считал, что секретные договоры – это плохо. В своих 14 пунктах он призывал к открытым договорам. У обеих сторон были поразительно разные подходы к дипломатии. Военное руководство фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга и его заместителя генерала Эриха Людендорфа больше контролировало Германию и другие центральные державы. Они работали вокруг кайзера и в основном игнорировали политиков и дипломатов. Они сосредотачивались на военном превосходстве. Самый драматичный пример произошел, когда военное командование приняло решение о неограниченной подводной войне против Великобритании в начале 1917 года, несмотря на возражения канцлера Бетмана Гольвега и других гражданских лидеров. Историк Кэттл Нолан утверждает, что их стратегия заключалась в следующем. Немцы должны победить быстро и выиграть все или потерять все в войне на истощение. Разгромить Россию в 1917 году, разгромить Францию и заморить Британию голодом, и все это до того, как американцы прибудут в достаточном количестве, чтобы реально изменить ситуацию на фронте.